Как общаться с мужчиной и как не общаться. Начнем с того, что гарантированно не может выдержать мужчина. Это когда его самооценку все время опускают. Мужчина, он идентифицирован со своей самооценкой. И когда с ним спорят, с ним не соглашаются, его критикуют, обесценивают какую-то его работу или его слова, мужчина чувствует в этих отношениях себя все хуже и хуже. И я не могу сказать вам, как не общаться, но я вам скажу, что когда вы так общаетесь с мужчиной, он старается быть от вас подальше. И если вы не связаны какими-то узами, что вы его шеф, а он ваш подчиненный, и другой работы нету, он будет это терпеть, но будет вам вредить и спорить. Он будет, если он мужчина, он будет примерять какие-то инструменты на вас. Но если это партнер, или это те отношения, которые вы хотели бы, чтобы они были партнерскими, тогда мой совет, как не общаться, переходит в рекомендацию, как общаться. Замечайте, что у мужчины есть прекрасного. Просто ваше внимание на какие-то его действия и ваша оценка, и ваше восхищение, и ваша поддержка, и ваше одобрение, это все усиливает в мужчине его уровень тестостерона. И в нем, чем больше тестостерона, тем больше он конкурентоспособен, тем проще ему взаимодействовать с миром и с другими мужчинами. И если это так, то второй мой совет – дайте ему поддержку или похвалите его в том месте, где другие его не хвалили. Например, посмотрите на него внимательно и скажите: «Боже, какой у тебя вкус прекрасный, как ты красиво одет». И, может быть, это тот мужчина, который никогда не думал о том, красиво я одеваюсь или некрасиво. И, может быть, вы прогреете его в том месте, где он ранее не был прогрет. Вы понимаете, что у каждого человека есть его сильная сторона, и когда вы встречаетесь, например, с альфа-самцом, который реализовал свои сильные стороны в этом мире, вы не первая, кто будете хвалить его сильные стороны. Он сам о них хорошо знает, он слышал это 1000 раз от других. И если вы, общаясь с ним, сможете найти какую-то другую грань его жизни, другую грань его характера, его привычек, о которых редко кто-то вспоминает, вы получите то самое конкурентное преимущество, которое, может быть, вам так необходимо. Второе, в общении с мужчиной помните, что о себе нужно рассказывать как можно меньше. Дайте возможность мужчине задавать вам вопросы, узнавать вас, интересоваться вами. Поэтому при общении с мужчиной как можно меньше болтовни о себе. Дайте возможность ему поговорить о себе. И если вы о чем-то хотите рассказывать, то совет мой такой: рассказывайте яркие, интересные истории, в которых он не может делать выводы о вас. Когда он вас не понимает, а мужчина имеет от природы в 1000 раз больше, чем женщина, способность анализировать информацию и понимать, кто перед ним присутствует, сильный противник, слабый противник, он природой настроен оценивать сильные и слабые стороны. Так вот, чем меньше вы рассказываете о себе, тем больше его интерес к вам. Тогда он начинает задавать вам вопросы, начинает вас расспрашивать, и вы очень легко, поскольку тут наша женская сторона, мы очень хорошо слышим, где энергия, где его интерес, мы начинаем понимать, кого он в нас видит, что он из себя представляет, какой интерес у него к нам. По его вопросам мы очень легко можем сделать свои собственные женские выводы и ответить ему так,
Ответить ему так, как мы понимаем, будет правильно в этой ситуации. Третий совет о коммуникации с мужчиной. Вы можете смело говорить о своих чувствах. Вы можете говорить: я так чувствую, я так ощущаю, я бы хотела заказать сегодня, если вы в каком-то ресторане, я бы хотела заказать сегодня рыбу, мне хочется рыбу. Когда вы говорите о том, чего вам хочется и что вы чувствуете, и что вы ощущаете, не в конкретике отношений к мужчине, а просто говорите на своем женском языке. Вы очень прогреваете самого мужчину, потому что он реже, чем вы, задается себе вопросом, что он хочет и что он чувствует. Но когда ваша коммуникация такая, он начинает лучше понимать и чувствовать самого себя. И в этот момент он обращается либо в свою душу, в свое сердце, начинает спрашивать, что он чувствует. И вот это вот внимание к своим чувствам делает мужчину очень таким внимательным к себе. И прогревается его вот этот центр, с которым он редко контактирует. И после общения с вами у него на сердце остается тепло. Это тепло было не потому, что вы туда налили какую-то энергию. Я сейчас говорю на самом простом языке понимания. Когда вы говорили о чувствах, он, поскольку коммуникация конгруентна, он вынужден был тоже что-то чувствовать. И если вы говорили о каких-то ваших хороших чувствах, это вызывало и у него хорошие чувства. И он, не задумываясь об этом, внимание переносил в центр груди и начинал что-то чувствовать. И вот эта фраза «у меня к ней теплые чувства», после общения с ней у меня остались теплые чувства, это связано именно с вашей динамикой, с вашим умением говорить о своих чувствах. Поэтому последний совет здесь, 4. Говорите так, чтобы в ваших словах были эмоции. Конечно, позитивные. Я не готова вам давать совет, что выражайте много негативных эмоций. Мир сейчас очень сложный. Мы тянемся к людям, которые позитивно настроены. И если вы не просто делитесь информацией, а выражаете свои чувства, делитесь своими эмоциями, и эти эмоции мягкие, положительные, теплые, добрые, вы получите потрясающего собеседника, который будет вам очень рад. И если вы хотите делать шаг в партнерских отношениях, если вы хотите, чтобы мужчина в вас втягивался, то вы знаете, наш инструмент только один. Он должен вас хотеть и любить. То есть если эти два очень мощных мужских измерителя скажут вам «да», вы будете в отношениях. И здесь, конечно, все построены наши женские тренинги. Как говорить таким голосом, как говорить такой интонацией, как упускать свое внимание в свое тело так, чтобы ваш голос звучал завораживающе, чтобы ваши слова, губы, интонации, все было для него привлекательным, вкусным. Все это несложно, все это можно знать, уметь и делать. Главное помнить, что наша задача — это чувство. Попробуйте. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.